Раз, два. Сейчас-то слышно меня? Видно? Здравствуйте. Дорогие зрители, я прошу прощения за включение-выключение. Надеюсь, мы на связи. Меня зовут Егор, мы встречаемся по пятницам в 6 часов вечера по Москве, как обычно. В прямом эфире вы задаете свои вопросы, я на них отвечаю. Говорим о программировании, о менеджменте, о карьерном росте и, если хотите, о философии жизни программистов по обе стороны железного занавеса. Поэтому стриминг у нас идет на две платформы, YouTube и ВК. Для всех, кто пока еще не пользуется VPN или от него уже сознательно отказался. Такие тоже встречаются. Итак, поехали. Вопрос первый. Как исключительно данными. Так, видно меня? Так, видно сейчас? Я не знаю, почему и как работает эта система, Ниппель. Но вот так вот приходится этот поток то включать, то выключать, для того, чтобы он... Да, с VPN-ами беда, и я не понимаю, что сделать так, чтобы вся эта история работала покачественней. Ну окей, надеюсь, мы в эфире и можно продолжать. Так, вопрос второй. Тут меня спрашивают про PHP. Человек выучился на джуниора на PHP и собирается либо переходить на что-то другое, либо продолжать углубляться в PHP. Я на прошлом стриме как-то не совсем в позитивном тоне откликнулся и отозвался о языке PHP. Хотел бы извиниться, потому что мне написало несколько человек после этого, возмущенных, требующих немедленно восстановить справедливость и сказать всем обязательно, что PHP это прекрасный язык. Я в свое время, это было лет, не знаю, 12 назад, активно участвовал в PHP разработке. Я даже сдал несколько экзаменов через фирму Zend на PHP Certified Engineer и Zend Framework Certified Engineer. То есть я, в общем, неплохо разбирался в языке, но это тогда была версия 5. Там были классы в их начальной форме. Но сейчас PHP это совсем другая история. Она очень похожа на Java, она очень похожа на, наверное, на C-Sharp. Хорошо это или плохо сказать сложно. Я небольшой сторонник языков, небольшой сторонник стратегии, по которой язык развивается так, как требует рынок. Рынку нужны типы в языке, значит будут типы. Рынку нужны аннотации в языке, как в Java, значит мы сделаем аннотации. Казалось, что в начале, когда язык PHP был оригинальным, он как будто бы свою нишу занимал, такую вот нишу веб-сайтов, созданных быстро, на коленке, без какого-либо ООП, без какого-либо дизайна, и все работает. Я помню, в какие-то 2000-е, в начале 2000-х годов, нулевых точнее, я помню, веб-сайт делали, и мне показали продукт, сделанный другими программистами, точнее одним программистом, на PHP. Это был один большой длинный файл, там было порядка 50, по-моему, тысяч строк кода, в котором были одновременно и блоки на HTML, и на PHP, и опять на HTML, и опять PHP. Вся система была одним большим, огромным PHP-файлом. И работала. И это был вполне себе функционирующий веб-сайт. Потом PHP превратился в Java, в альтернативу Java, скажем так, или альтернативу Python. Наверное, он стал лучше, да, но тот PHP, который был в версии 3, когда там не было еще ни классов, там не было ничего того, что сейчас есть в 8 версии, казалось, что язык свою нишу занимал лучше. Ну,
Ни в коем случае не буду отговаривать вас продолжать изучать PHP. Продолжайте. Но если вас интересует ООП, если вас интересует более глубокое понимание принципов дизайна, то попробуйте что-нибудь такое, что было изначально создано как, например, объектно-ориентированный язык или, например, как функциональный. В PHP сейчас есть функции как сущности языка. Можно функцию присвоить в переменную, как это можно сделать в JavaScript. Но не было такого в PHP раньше. В PHP в 5-й версии, по-моему, появилась функция create function. Сейчас можно без create function просто функцию определить и ее прикрепить, как в JavaScript. Так почему бы сразу не взять JavaScript, который оригинально был изобретен именно как язык, в котором функции можно присваивать к переменным? Так, идем дальше. Жириновский считал страдания допингом для ума. И дальше вопрос. Должен ли художник, в скобочках кодер, быть голодным ради прорыва? Или полный комфорт – это единственный путь к продуктивности, а не ловушка для лени? Да, я думаю, что да, согласен я с Жириновским. Полный комфорт – это плохо. Комфорт... Буквально сегодня попалось мне на глаза видео, в котором человек рекламировал тестостерон, уколы тестостерона. Он говорил, я, мол, колю уже себе не первый год регулярно тестостерон, это приводит к моему прекрасному состоянию, я чувствую себя всегда в полной энергии, я никогда не уставший, мне так все замечательно, и, в общем, всем вам рекомендую делать то же самое, потому что на естественном тестостероне вы будете постоянно иметь перепады настроения, иногда будет усталость, вы будете ленивым и так далее. И дальше он говорит такую фразу, почему я о нем вспомнил. Он говорит такую фразу: вы понимаете, у меня бы, конечно, был бы тестостерон на высоком уровне, если бы у меня не было стресса, если бы я жил, как он сказал, на Бали, и у меня был $1 миллион, то у меня был бы всегда тестостерон на уровне. Я бы высыпался и хорошо питался. И я подумал, как будто бы он не совсем правильно понимает природу тестостерона. Зачем он нужен человеку, в теле человека? Это же гормон, он даже сам сказал в видео, это гормон победы или гормон борьбы, что-то такое. Так а с кем он собрался воевать и кого он побеждать собрался на Бали, имея $1 миллион и хорошо высыпаясь каждый день? Куда там воевать-то? С кем? С официантом, который тебе неправильно стейк пожарил? Или с этим шкипером лодки, которую ты арендуешь, чтобы выплыть и позагорать? Какая у тебя борьба? У тебя нет ни бизнеса, ни задач, ни проблем, которые ты решаешь. Так что прав Жириновский. Если у вас нет страданий, если у вас нет сложностей, которые нужно преодолевать, то ваш тестостерон будет падать. Вам же он не нужен. Вы будете сонным, вы будете ленивым, вы будете добрым всегда ко всему, вы будете очень покладистым, вы будете безразличным, у вас будет мало злости, мало дерзости, мало ревности к окружающим вас конкурентам. Дальше. Порекомендуйте, пожалуйста, книгу по System Design. Если бы я знал, что такое System Design в данном контексте, попробуйте те книги, которые у меня на блоге рекомендуются. Посмотрите по ключевому слову books. Там будет десяток книг, которые, наверное, стоит прочитать. И у вас тогда вопрос о System Design снимется. Дальше. Как вести свой блог начинающему разработчику? О чем писать, если ты еще не эксперт? Я думаю, что самая плодотворная тематика для писательского творчества – это объяснение того, что вы уже поняли, простым языком для читателей, которые этого еще не поняли. Вы с чем-то работаете, у вас есть какие-то языки программирования, какие-то библиотеки, которые вы изучаете, и на их базе что-то делаете. Расскажите нам, как они работают. Посмотрите сначала в интернете, как уже кто-то рассказал, получилось ли у них это сделать хорошо, а потом расскажите по-своему.
Не знаю, аннотации в Java, как они работают, для чего они нужны. Монады в Haskell. Что это такое, как они работают, покажите пример, расскажите нам, чтобы было понятно. Функции, о которых мы поговорили, в языке PHP, откуда они пришли, кто их придумал, почему они были придуманы и как ими пользоваться. И так далее. Вы в этом случае не проиграете, вы не напишите ерунды, скорее всего. И вы какое-то количество читателей получите. Вы не претендуете на уникальность, вы не претендуете на новизну, вы просто рассказываете о том, что видели и в чем разобрались. То есть такой, в преподавателя себя превратите, это беспроигрышный вариант. Потом, через время, вы сможете рассказывать о чем-то, что составляет некую новизну, и то, о чем остальные еще пока не знают, и то, что вы выдумали. И ваша выдумка, конечно, станет интересной, если к этому времени вы разовьете в себе некий навык писательства. И появится какая-то аудитория. Кто-то на вас подпишется, будет там 100 человек, может быть и 1000. Станет поинтереснее и полегче. Дальше. Если pull request должен быть маленьким, должен ли issue тоже быть маленьким? Или, допустим, большой issue, это продолжение вопроса, который потом делится на sub-issue и pull request. И корректно ли правило 1 PR, 1 issue? Нет, 1 PR, 1 issue это правило не существует у нас, по крайней мере. Мы сторонники более крупных issue и мелких pull request'ов. В issue вы описываете проблему, рассказываете, что должно быть решено. Иногда они бывают очень крупные, которые занимают месяцы разработки. И к ним прикрепляются 1, 2, 3, десятки pull-реквестов. Мы постепенно решаем проблему. Могут быть вспомогательные issue, которые линкуются к оригинальному. И в итоге крупный баг или крупный feature-request закрываются. Так у нас. Так, дальше вопрос. Как вы тестируете свои GitHub Actions? У меня есть несколько GitHub Actions, и в каждом из них есть своя система несложного тестирования. И она, в принципе, работает. У GitHub как будто бы пока нет особо удобных инструментов для такого тестирования, поэтому приходится как-то изворачиваться и во время теста использовать самого себя, чтобы проверить, как работает. Пока работает, получается. Дальше. Работаю за границей, пишет нам Талиб. Планирую вернуться в РФ, но здесь эти платформы недоступны, а он работает архитектором для Databricks и MS Fabric. Я ни с тем, ни с другим не работал. И дальше вопрос. Как думаешь, есть ли будущее у этих платформ после отмены санкций? После отмены санкций у всего есть будущее. Вопрос, когда их отменят и на какой объем. И, наверное, что-то будет создано, конечно, локальное. Пока санкции не отменены, мы интенсивно копируем и, подворовываем, прямо скажем. Так что, я не знаю, я бы не делал ставку на отмену санкций, если честно. Она, мне кажется, не случится так быстро. Хотя я очень надеюсь, что случится, но давайте будем даже не пессимистами, а реалистами. Очень может быть, что железный занавес надолго опустился и в таком состоянии будет держаться. Ищите что-нибудь локальное. Вам какая там принципиальная разница? Databricks или что-то другое? Если вы специалист, в принципе, как архитектор, то вы переключитесь на локальные решения, на open source решения. Дальше. Тут вопрос я не понял про аутентификацию, пропущу. Дальше. Вы уже отлавливали баги в продакшн из-за кода, написанного ИИ? Да, постоянно. Постоянно, конечно, и он ошибается, и создает дефекты. А если junior-девелопер, он что, не ошибается? А сторонние фрилансеры, которые присылают свои pull-реквесты, они что, не ошибаются? Я нажимаю кнопку merge, а потом мы начинаем фиксить то, что приняли, и то, что плохо проверили. В дефекте никогда нельзя винить автора кода. В дефекте всегда виновата система, которая его приняла. Этому я вас стараюсь научить. Автор кода, как бы он плохо его ни написал, если мы нажали кнопку merge, после этого никаких претензий к нему быть не должно. Все, он ушел, мы ему заплатили или поблагодарили его, или отпустили его в отпуск. И вы должны внутри команды культивировать такую философию. Как только кнопка merge была нажата, после этого мы не задаем вопрос, кто это сделал. Мы не спрашиваем, кто в этом месте что-то сломал.
Такой вопрос только дискредитирует ваш менеджмент и серьезно подрывает командный дух и вообще желание работать в команде. Если бы я работал как программист в команде, и кто-нибудь бы в какой-то момент подошел бы, даже не ко мне, к программисту рядом и сказал: это ты сделал вот здесь строчку кода, давай разберемся, как ты мог. Неужели ты не протестировал? Неужели ты не разбираешься в том, как правильно делать? Меня это сразу бы обескуражило. И работать в такой команде было бы не так интересно. Так что сделал ИИ проблему, создал ее в продакшене. Мы даже не задаемся вопросом, кто это сделал. Мы задаемся вопросом, как же так наши тесты пропустили этот дефект. Вот этих мы должны обвинять. Мы можем пойти к тем, кто у нас, например, ответственный за покрытие тестами. Например, в команде есть такой человек. И баг попал на продакшн. Вот мы должны идти к этому человеку и его можем ругать, наказывать, что угодно ему говорить. Как же так вы так сделали систему тестирования, что такой дефект пролетает в продакшн? Этих людей нужно, да, наказывать и всевозможную на них хулу возводить. Но ни в коем случае не на тех, кто пишет код, и код которых проходит через проверки. Если код не проходит через проверку качества, не нажимается кнопка Merge, тогда это их проблемы, да. Тогда, мы их тогда и не обвиняем. Мы просто не нажимаем кнопку Merge, и дальше это их беда. Они либо не получают деньги, они либо не получают отпуск, они либо не получают зачет какой-то, либо просто им некомфортно, потому что их код не принимается. Так, как вам книги Пелевина? Да, хорошие, я много его книг читал. Я его читал, начиная с Generation P, это первая его книга. Я помню, мы тогда на пляже, на море ее читали, это было еще студенческие годы. Да, это было интересно. И он продолжает качественно, хорошо писать, и много. Я не все, к сожалению, могу осилить по объему. У него много такого, как будто бы... я не хочу сказать бесполезной воды, но много длинных повествований, которые как будто бы должны иметь смысл, но они должны восприниматься таким большим блоком, объемом текста. Нужно прочитать, 50 страниц, и это все целиком должно у тебя лечь в голову, как, у людей сознание медленно меняется в таком-то направлении. Вот мы должны понять, что у людей меняется сознание. Он нам это хотел сказать. Но рассказывал это долго путем и такой длинной большой иллюстрации. Вот у меня не всегда хватает времени такую иллюстрацию проглотить. Но концептуально он молодец. Он видит вперед, видит будущее. И умеет его придумывать. Он такой фантаст современности, который... фантазирует, куда пойдет психология человеческая. Он даже не столько фантазирует, как мы в космос полетим, как Айзек Азимов, а он рассказывает о том, какими психами мы станем через время и насколько наш психоз разовьется, до какой степени, что мы получим в результате. Рекомендую его читать обязательно. Так, тут вопрос. Когда ваши текущие проекты достигнут международного признания и коммерческого успеха, чем займетесь? Кинорежиссура, отцовство? Нет, я бы образованием занимался. Я бы, писал бы книги и учил бы. Образование. Даже не учил бы сам лично, а создавал бы систему или системы, школу, которая бы передавала знания дальше. Кажется мне, что... не то, что кажется, я вижу, что в этом есть большие проблемы. И через обучение, особенно молодежи, можно действительно повлиять на будущее и повлиять на... Не через создание роботов, софта, решений. Все это для прошлого, все это для умирающих людей. А образование это для людей рождающихся. Каждый раз, как видите ребенка, которому 5 лет, и который кричит, и плачет, и бьет ногами по полу, понимаете, что это будущее. Он смотрит вперед, а вы смотрите назад. Вы уже умираете, а он рождается и идет дальше. И с ним нужно работать, ему нужно помогать. И горе тем родителям, которые считают, что они в семье главное, а дети это, такой окружающий их просто шум, с которым нужно просто как-то свыкнуться, перетерпеться, и скорее бы они выросли. Вы умрете, и вы умираете, а они рядом с вами, они и есть будущее. В них занимайтесь ими больше, чем собой, раз уже они у вас есть. И также в глобальном масштабе. Если вы хотите повлиять на будущее, на цивилизацию, на мир, то через передачу даже не столько знаний, не Python учить нужно,
а учите тому, что то, что меняет существующие подходы. Если Python уже существует, и мы о нем имеем книги, и мы знаем, как на нем программировать, то вы мало чем поможете миру, если вы будете преподавателем Python. Вы просто несете уже существующие знания дальше. Вы, безусловно, важный элемент, но лишь передаточное звено. Вы не меняете. А вот если вы видите, как сделан Python, и понимаете, что в нем есть недостатки, и вы бы сделали по-другому, и вы можете показать как, то, показав как, вы вносите вклад, весомый вклад в будущее. Даже если то, что вы показали, мало нужно сейчас, даже если оно не признано, даже если оно мало интересно тем людям, которые вот на детей не обращают внимания и думают, что они и есть жизнь. Будущие поколения, возможно, обратят внимание на ваши труды. То есть пытайтесь свои мысли противопоставлять существующему body of knowledge. Вот тому, что сейчас принято. Смотрите, где есть слабые места, где есть пробелы, в которые вы можете что-то вписать. И вписывайте любыми средствами. Скажите, выступите, напишите статью, не знаю, запишите видео, расскажите товарищу, что вы считаете, что должно быть по-другому. То есть не прячьте это. Большинство людей боятся этого. Большинство людей не хотят себя противопоставлять. Это опасно, это страшно. И в детстве нас учат не делать этого. Большинство вообще окружающей нас педагогики, оно выстроено вокруг концепции усреднения человеческого существа, приведения его в норму. И когда ребенок пытается из нормы вырваться в возрасте 7 лет, то задача всех родителей, преподавателей, директора школы, тренера в спортивной секции, всех, кто его окружает, этого маленького существа, они все хотят его вернуть в норму, потому что так у него больше шансов выжить. Они это делают логично. Потому что если дать возможность детям выходить из нормы массово, то они, конечно, превратятся в такое неконтролируемое стадо и нанесут вред в себе, в массе. Но каждый индивидуум в итоге, вырастая, оставляет за собой память вот этого поведения детского, а именно не выделяйся. И когда он видит, например, что что-то по телевизору сказали, с чем он не согласен, он на работе видит, как пишут код на Python, с чем он не согласен, он видит, как статью он на Хабре прочитал и не согласен он с тем, что написано, он помалкивает. Он думает, не согласен и не согласен. Провоцируйте себя на реакцию. Идите в бой, пускай даже по незначительным поводам. Дайте себе возможность протестовать. И делайте это конструктивно, конечно. Не в формате битья посуды и просто ссоры с начальством. А пишите это, оформляйте свои мысли, оформляйте свой протест в виде статьи, в виде блогпоста, в виде... учитесь свои мысли оформлять, критические мысли. Не поддакивайте, не подгавкивайте. Это просто делать. Писать положительные комментарии. Как замечательно, мир такой прекрасный. Спасибо вам, что вы это сказали, я тоже так думаю. Это и обезьяна может сделать. А вы попробуйте найти в том, что сказано, слабое место, найти пробел и его заполнить. Этим вы двигаете вперед нас всех. Так, дальше. Так, спрашивают, какой бы я выбрал клауд-провайдер, если бы я имел опыт работы только с GCP. Я не знаю, что такое GCP, и с мобильными приложениями, к сожалению, не работаю, я больше с вебом. Так, дальше. Почему вы не верите в массовую безработицу в IT из-за искусственного интеллекта? Я не знаю, что такое массовая безработица, как вы это понимаете? Это значит, что у нас будет меньше программистов в итоге, да? Вот я смотрел недавно видео Джоэла Спольски, основателя Stack Overflow, очень известного блогера, 2008 года. Он там рассказывал о том, как Stack Overflow создан, какой он замечательный, и говорил, что у них уже зарегистрировано 50 тысяч пользователей. В 2008 году это был второй год его существования. И в тот момент он говорил, в мире 8 миллионов программистов. Сейчас, по разным оценкам, около 30 миллионов программистов. С 2008 до 2026 прошло 18 лет. Нас стало в 3 раза больше в мире программеров. Вы думаете, что нас теперь станет в 3 раза меньше? Да? В результате ИИ. Или в 2 раза меньше. То есть пока динамика вверх. Из 8 миллионов в 30.
Пойдет ли она в обратную сторону? Я не верю в это, потому что, кажется мне, что задач, под которые были созданы 30 миллионов программистов, больше, чем даже цифра 30 миллионов. И даже чем цифра 300 миллионов. Недостаточно даже 300 миллионов программистов, чтобы решить все задачи, которые нас окружают. Решаемые с помощью IT. Да, искусственный интеллект наверняка снизит количество человека рук, которые будут нужны для решения каждой задачи. Но задач все больше и больше становится. И они растут, эти задачи, их количество растет стремительнее, чем женщины рожают программистов, скажем так, и чем вузы успевают их подготовить. Так что пока в ближайшей перспективе, ближайших, 3 десятилетий, я вижу только движение вверх. Да, будет переквалификация. Вы можете сказать, что, скорее всего, Java-программистов станет меньше через 5 лет, чем их есть сейчас. С этим я готов согласиться. И программистов, пишущих на C++, станет, наверное, еще меньше. Появятся люди, пишущие на языках какого-то другого уровня. Но пишущие останутся. Дальше. В соло-проектах вы тоже ведете работу через issue? Стараюсь. Не всегда получается. Иногда я прямо в мастер-бранч делаю push. Но поскольку я чаще всего работаю по интенсивной релиз-программе, то есть после каждого небольшого чиха, после небольшого изменения, я стараюсь сделать стабильный релиз. Минорной версии или мажорной версии, но релиз. А для каждого релиза мне нужен тикет, чтобы рултер, наша система релизов, могла прикрепиться к тикету и от тикета сделать публикацию артефактов на хранилище. То ли Maven Central, то ли RubyGems, то ли NPM.js, куда-то. Для этого нужны issues. И я их завожу и приучаю себя к этой дисциплине. Вам рекомендую делать точно так же. И когда вы будете свой проект присылать на KaiCode, на наш фестиваль open source проектов, мы там обращаем внимание на то, в каком формате вы организуете работу с issues и с pull-реквестами. Если у вас нет ни issues, ни pull-реквестов, то вы не выиграете в соревновании на нашем фестивале. А мы знаем, что победить – это самое главное. Особенно в честной борьбе. Так, Наталья спрашивает. Спасибо за рекомендацию книг Эрика Берна. Это классика, да, ее нужно обязательно читать. После прочтения стало интересно, какая у вас любимая сказка и какой сказки, по вашим ощущениям, ближе всего ваш собственный жизненный сценарий. Наверное, да, но. Это такой сценарий, один из которых я проигрываю частенько и себя за это виню. Это когда мы соглашаемся, но находим какой-то недостаток. Да, но. Да, все верно, это хорошая стратегия, но есть. Это то, что я вам рассказывал несколько минут назад. Ищите пробелы, ищите недостатки. Вот я этим и занимаюсь. Да, я на выходных закончил писать одну из глав для новой книги. Но есть недостатки, нужно еще поработать. Да, хорошее, но постоянное выискивание недостатков и через такую аргументацию постоянно отталкиваешь от себя прогресс. Отталкиваешь успех. В определенном смысле успех. Каждый раз, имея возможность пройти дальше, ты говоришь себе «но» и находишь это препятствие. Так, тут мне рассказывают историю. У людей есть в компании первый full vibe code мини-проект. Над ним работают 3 человека. Каждый merge request пишется полностью на ИИ. Вопрос, когда мы столкнемся с трудностями в поддержке? Нам тоже интересно, когда. Я думаю, что никогда вы не столкнетесь. Всегда у вас будет в руках этот самый ИИ, с помощью которого вы написали. И вы с помощью него будете решать дефекты, проблемы устранять. Все у вас будет хорошо. Дальше вопрос. Человек работает фронтендером уже 3 года, грезит мечтой работать в компании Mercedes, но не хотел бы уезжать из России. Вакансий туда в РФ мало, и они очень редкие. Хочу ваш совет. Какой тут совет дать? Идти работать в АвтоВАЗ?
Я думаю, так. Так, дальше. При старте пэт-проекта, где им заниматься? Дома после работы или в рабочее время? Когда работаешь в full-time компании? Уже обсуждали это. На работе, конечно, в рабочее время. Закрываем монитор от начальника, садимся поближе к стене и подальше от прохода, чтобы вас начальник не видел, и занимаемся своими пэт-проектами. Начальнику при этом говорим, что вы очень заняты его задачами. И пытаемся совмещать, пытаемся находить... Вообще в идеале, конечно, не так грубо действовать, а в идеале находить пересечение между интересами компании, которая платит вам деньги, и вашими личными амбициями в open source домене. Они должны пересекаться на значительный процент. Тогда будет всем хорошо. И компания выиграет от того, что вы занимаетесь полезным делом для себя, и вы получите пользу, занимаясь своей карьерной историей и тем, что вам нравится. Так, применимы ли объектные принципы при построении распределенных отказоустойчивых систем масштаба Google Big Table? Да, применимы безусловно. Более того, в таких системах я не понимаю, как можно их не применять. В таких системах же огромные объемы кода, огромная модульность и много слоев. Как можно в этом случае не иметь строгий, жесткий, объектно-ориентированный дизайн с контролем границ и контролем зависимостей? Я бы не смог этого делать. Я думаю, что я в таком проекте бы долго не выжил, потому что предполагаю, как плохо там организована архитектура. В том числе в Google, в том числе в Amazon, даже в больших компаниях. Потому как есть некий опыт работы в больших компаниях. На низком уровне, вот там как раз можно делать допущения и вместо объектного кода использовать что-то более быстрое, что-то более примитивное, что-то более процедурное. Но только в небольших модулях, которые близко к железу, и там, где объем кода, не превышает нескольких, может быть, сотен, может быть, тысячи строк кода. Но когда у вас в руках несколько сотен тысяч строк кода, то, конечно, вы без объектно-ориентированного просто не справитесь. Либо вы будете человеческими ресурсами постоянно решать проблему. Но что это будут за люди? И как с ними можно, кроме как кнутом, как можно еще их заставить работать в таких условиях, где вместо кода один легаси, только наказанием и большими деньгами. То есть такими жесткими кнутами и пряниками. Не знаю, я бы даже за большой пряник. Я бы, если бы мне много очень дали денег и дали мне, 2 миллиона долларов в год и сказали, вот приходи к нам в Google, садись и работай над нашим огромным легаси, я бы согласился, но я бы не работал там. Я бы делал вид, я бы ходил на митинги, я бы как-то увиливал, но я бы не открыл бы лаптопы, не открыл бы исходники, я не трогал бы их. Мне бы этого, искал бы пути не заниматься и нашел бы. Потому что обычно люди, которым много платят, они не глупые, и обычно они умеют избегать ответственности. Они умеют улизнуть и увильнуть, когда на них давление оказывают. А вот всякие джуниоры, которые дешевые, их нанимают сотнями, и они не могут увильнуть. Им говорят, вот тебе исходники, давай исправляй дефект. И он садится, как овечка послушная, и кодит целый день в этом легаси, ругается, плюется, ему непонятно, он злится, друзьям рассказывает, как все плохо, и продолжает работать. И вот на этих овечках и строится все движение. А те, которые люди побогаче, они, конечно, этим не занимаются. Я бы не занимался. Так, дальше вопрос. Как давно вы выходили на рынок и планируете ли менять место работы в обозримом будущем? Может быть, вам поступают предложения? Редко очень поступают. Иногда. Во-первых, рынок у нас маленький в РФ. Сами понимаете. Тут не так много компаний больших, которым нужны такие пустословы, как я, которые больше разговаривают, чем готовы работать на хозяина. Вот прямо скажем. Я вам только что рассказал минуту назад, как бы я работал, если бы меня наняла большая компания и платила большие деньги. Вот какая-нибудь большая компания послушает наш стрим, и больше мне никто не будет писать. Потому что найми меня, заставь меня в вашем легаси разбираться и с ним работать. Трудно это очень будет вам сделать. Надо мной тогда должен стоять какой-то очень грамотный менеджер. Надо мной. Который умеет заставлять, который умеет мотивировать. С одной стороны заставлять, с другой стороны мотивировать. И кнут и пряник.
Но, сами понимаете, контракт со мной будет заключен пожизненный, зарплата будет большая, в подчинении у меня будут какие-то вот эти овечки, на которых можно все переложить. Ну, а я что буду делать? А я ничего не буду делать, я буду своим заниматься. Переложу просто всю работу, передам ее нижестоящим уровням, а сам буду избегать максимально. Ну, потому что мне противно заниматься некачественным кодом. А сделать его качественным я не смогу, потому что есть корпоративные принципы, потому что увольнять никого нельзя, наказывать никого мне не разрешат за плохой код. То есть я не смогу свои практики программирования внедрять. Я смогу только кивать, слушать и наблюдать за тем, как из одного легаси делается другой легаси. Все в угоду деньгам, все в угоду прибыли компании. Лишь бы как-то работало. Потому что заказчики, клиенты эти, там, не знаю, заказчики такси, кнопки нажимают, им нужно ехать. Поэтому давайте как угодно в продакшн, как угодно фиксим. И рассказывать им, что, ребята, необходимо там, не знаю, реорганизация, пересмотр правил менеджмента, пересмотр правил качества, контроля качества кода. Это все никто слушать не будет, потому что есть конкретный бизнес-интерес. Я их понимаю. Странно было бы, да, отрицать, что действительно людям нужно на такси ехать, и мы для этого-то и работаем. Но менеджмент, он должен быть, грубо хочется сказать, но он должен иметь мужество одновременно и возить людей на такси, и при этом бороться за качество кода. То есть смотреть вперед, смотреть в то, какой код будет через 5 лет, во что в итоге превратится наше решение. Но менеджмент такого мужества не имеет. Менеджмент временный, его тоже наняли. Он сидит там и точно так же мыслит, как и я. Зачем мне заниматься этой компанией, когда мне дачу нужно строить, там, дочку в школу вести и так далее. И такого мужества менеджмент не ассоциирует с корпорацией, с продуктом. Это все наемные люди. Это не Стивы Джобсы, с которыми родилась компания. Это просто наемные обезьянки, их наняли, дали большую зарплату, и они просиживают штаны, высиживают, передавая друг другу ответственность слева направо. И меня туда же встроят, в эту всю иерархию. Нет мужества, нет воли. Менеджмент, я вам говорил, они трусливые и некомпетентные. Это классический менеджер. Причем чем выше по иерархии, тем он менее компетентен и тем более труслив. То есть у него не только мужества нет, у него даже никакого желания нет принять никакие решения. Он не сможет прийти и сказать: ребята, я понимаю, что да, мы рискуем потерять, не знаю, 10 тысяч заказов на наше такси. Да, мы потеряем при этом $2 миллиона прибыли. Но мы так развернем сейчас разработку, что в итоге через 3 года мы вырулим на совершенно другие перспективы, на совершенно другой уровень. Какой менеджер способен вот так сформулировать и с этой мыслью, ему тут же по носу дадут, и он забудет, и скажет: да нет, самое важное, самое главное это customer. Customer first. Это вот отмазка любого бестолкового менеджера. Customer first. Это что значит? Это значит фиксим баги в legacy, не обращая внимания ни на какое качество. Это равняется customer first. Не quality first, не principles first, а customer first. То есть кто деньги заносит, тот тут музыку и заказывает. И так вы и будете ресторанным оркестром. Вы так и будете играть то, что вам заказывает кастомер. Он вам заплатил, вы спели. Заплатил, вы спели. Вы так не выйдете на большую сцену. И так компания не выйдет на большую сцену. Компания должна иметь свои принципы и понимать, что сначала мы решаем, что такое качество, а кастомер подтянется. По крайней мере, такую идею исповедовал Стив Джобс. За что его и любили, и ненавидели одновременно. Но нет этих Стивов Джобсов больше. Если бы был Стив Джобс, я бы с ним работал, с удовольствием. Но те люди, к которым бы я сейчас попал, это не Стивы Джобсы. Так что вот так про рынок. А я на рынке присутствую. У меня даже резюме есть на ХХРУ, мне кажется. И можно меня найти, и на LinkedIn я есть. Всегда можно написать, предложить. Я готов обсудить. Так, каким был ваш первый open source проект, спрашивают. Какие уроки из него вы вынесли? Мой первый open source был тогда, когда еще GitHub не было. И уроки, которые я извлек, самый главный урок, что то, что вы делаете в open source, оно, скорее всего, никому не будет нужно. Проекты давно погибли, те, которые были первыми. И мне их не жаль. Это больше мне было
для моего собственного разогрева и тренировки, и проба пера. Ну, такой вот могу сделать вывод общий, который я сделал за время работы над десятками, может быть, сотнями проектов. Проект всегда, по моему опыту, кодовая база, живет по такой траектории. Сначала она резко увеличивается в размере, особенно в вопросах дизайна. Появляется много классов, много файлов, много элементов структуры. Все разворачивается горизонтально и очень объемно, потому что нам кажется, что дизайн должен быть именно таким, масштабным, правильным, с многими компонентами. А потом начинает схлопываться. Происходит удаление лишнего. Отрезаем углы, срезаем, упрощаем. То есть сначала дизайн становится сложный, очень красивый, как нам кажется, и очень сложный, а потом идет упрощение. Так вот, если по второй фазе не пройти достаточно далеко, если не срезать много, то шансов у проекта мало, он не выживет. Он должен быть готов вот к такому, может, неправильное слово, к такому уменьшению, что ли, упрощению, вот, упрощение. Сначала усложнение, а потом упрощение. И если, я уже по себе, по опыту знаю, если мой продукт проходит по такой траектории, у него есть шансы. А вот если я замираю на верхней точке сложности и начинаю жалеть элементы и думать, вот это срезать не будем, здесь вроде бы правильно придумал. Вот эти 42 модуля, они вот так и должны быть. И не беру скальпель в руки, то проект так и останется с 5 звездочками на GitHub. Но если сразу начинать делать просто, то тоже не получится. Потому что получится решение, не имеющее архитектуры вообще в принципе. И оно тоже погибнет. В итоге погибнет просто под грузом изменений, под грузом мейнтенанса, который его быстро разрушит. Дальше. При работе за результат многие кодеры отказываются, так как говорят, я на 2 работах доход себе сделаю больше, чем буду тут у вас перформить. Как вы решаете такую проблему? Как привлечь кодеров? Много платить за результат. Только деньгами. Все нужно решать, все такие вопросы нужно решать деньгами. Хотя, вы знаете, я читаю сейчас книгу, которую мне порекомендовали где-то на стриме, кто-то из вас, я уже не помню, называется она Punished by Rewards. И толстенная книга, я даже половины еще не прочитал, но там такие мысли, которые категорически, радикально противоречат всей философии зерокраси и всему тому, что я думаю о менеджменте. Я когда-нибудь запишу об этом видео, такое полноценное, с цитатами, мы каждую из них разберем, каждую его мысль проговорим, но сейчас вот подходит такая, прочитал вчера. Мысль следующая, цитата точнее, звучит так. Ни в коем случае нельзя соединять оплату с достигнутым результатом. И дальше он говорит, все должны в компании получать одинаково и щедро. Вы должны платить сотрудникам щедро и всем поровну. И ни в коем случае не привязывать их результат к оплате. И тогда наступит счастье. И тогда они все начнут работать. Это я не выдумал, я цитирую практически дословно, что он говорит. И у него там 1000 страниц книги, где он объясняет и эти мысли обосновывает. Трудно согласиться, я даже не знаю, с чего начинать обсуждать эту мысль. Но думается мне, что автор просто никогда не работал с людьми. И является чисто... хотя он дает ссылки на массу исследований самого разного толка, как с детьми эксперименты проводят со школьниками и с какими-то там взрослыми людьми, и так их мотивируют, и так их мотивируют. В общем, много цитат у него, много ссылок, но я не могу себе представить, как можно будет управлять командой, если вы всем дадите одинаковую, допустим, одинаковую зарплату и так у нас всем дают, да, дают зарплату, о которой никто не знает, поэтому можно считать, что им всем одинаково дают.
То есть вы, когда работаете, вы не знаете толком, сколько получает ваш сосед. И даже если бы вы узнали, то вам бы это не помогло ни в чем и не помешало бы. Потому что, ну, может быть, только помешало. Потому что вы знаете, что его зарплата не двигается. И ваша не двигается, и его не двигается. А если и двигается, то примерно синхронно. Поэтому можно считать, что окей, мы платим всем одинаково. Но при этом еще существует, он предлагает полностью разорвать эти две. Да, и он еще говорит, что ни в коем случае менеджер ваш не должен никаким образом влиять на вашу оплату. То есть вам деньги должны в кассе выдавать, а менеджер вами управляет и ставит вам задачи. И говорит, сделать нужно это, сделать нужно то, а вы в кассу ходите и берете деньги. Возможно, такая штука бы работала, если бы вы имели дело, ну я даже не знаю, с самим собой. Вот у вас в найме вы, вот я начальник, и у меня в подчинении я один. Тогда, наверное, да, мы бы нашли общий язык, я бы понимал, что он хочет того, чего хочу и я, и поэтому он сделает так, как я хочу. Но если у вас в подчинении 20 человек, из которых 18 ненавидят эту работу и думают только о том, как бы отпуск пришел поскорее, а это так и происходит. В основном трудовые коллективы состоят именно из таких людей. Это естественный процесс. Но он как будто этого не понимает, автор книги. Он думает, что вот в коллективе 99% людей это воодушевленные энтузиасты, которые спят и видят, как бы написать еще один банковский софт. Вот это мечта человека, прям вот закодить этот софт, чтобы этому банкиру стало еще лучше жить. Это вот только этого он и хочет. Каждый день, приходя на работу, он садится, открывает Legacy код, смотрит на этот мусор, который написали 10 лет подряд. За 10 лет написали какие-то кодеры, 20 раз уже уволенные. И думает, боже, какое счастье, что я здесь работаю, сделаю-ка я этот софт еще лучше. Но это же не так. Ну, людьми нужно управлять, их нужно заставлять. Ну, одного не нужно заставлять из 10, но 9 остальных нужно заставлять. Это во всех коллективах так. Ну, возьмите детский коллектив, соберите в классе детей. Вот он рассказывает, как нужно учить детей. Нужно сделать так, чтобы нельзя их наказывать ни за что. В этой книге он говорит. Вот как бы они себя не вели, мы их не наказываем. Как бы он себя в классе не вел, мы его там за ухо не выводим из класса и не вызываем родителей, не ставим его в угол. Ни в коем случае. Они все свободны делать то, что они могут. Но ты умник, ты пойди поработай учителем-то пару дней, и ты посмотришь, как ведут себя дети в классе. Ну они не все ведут себя нормально. Некоторые из них просто больные на голову, некоторые из них, у них просто какие-то травмы, некоторые просто не в себе. Им нужно, с ними нельзя по-хорошему на каком-то интервале времени. Может быть, можно когда-то, но иногда нужно просто применить грубую физическую силу. Жалко, что этого нельзя сделать в офисе. Есть же реалии, в которых мы живем. А он рассказывает о каких-то фантастических людях, которые спят и видят, как бы принести еще пользу компании, как бы еще чего хорошего сделать. И задача менеджера – это просто открыть им дверь, просто осветить им путь. Просто сказать, вот он к тебе пришел с утра и говорит, что же мне сегодня сделать, какое мне еще доброе дело сделать. И ты ему говоришь, вон тикет висит, смотри, вот возьми тикет номер 96 и сделай это доброе дело. И человек говорит, вау. Спасибо тебе, начальник, я пошел его делать. Он же не так. Он приходит и говорит, что опять это кодить, опять эти тикеты. А можно я выходной возьму? Вот так ведет себя средний программист. Не хочет он работать. И возвращаясь к вашему вопросу, многие отказываются работать за результат. Конечно, отказываются. Потому что лучше же не работать, чем работать. Конечно, если есть какой-то начальник, который готов платить за время просиживания в офисе, как это делают все начальники на рынке сейчас, то, конечно, хочется с таким работать. Сначала ему на входе навешать лапшу, какой я замечательный, продать ему свое резюме, подписать с ним договор на длительный срок, первый месяц поработать, чтобы он не выгнал тебя на испытательном сроке, может быть, несколько месяцев, а потом потихоньку перестать работать. Возьмите кодеров, которые работают несколько лет в компаниях. 3, 4, 5 лет. Они же вообще ничего не делают. Они просто в свободном режиме, иногда, может быть. И это не мои слова. Исследования же есть об этом. Мы же читали их. У меня в телеграм-канале публиковал же я ссылки на это. Люди пишут в крупных компаниях, долго работающие, пишут по 2-3 коммита в месяц делают.
Вот это производительность среднего программиста. 2-3 коммита в месяц. Это то, что нужно сделать за час. Они делают месяц. И никто их не трогает. И тут вы приходите и говорите, а давай за результат. Давай я тебе заплачу за каждый твой коммит там $10. Ну, смешно. Вы бы согласились? Нет, конечно. Все, что вы можете сделать, это просто дать им много денег за результат. Сказать, за каждый фичер, за каждый фикс, за каждый баг-фикс, за каждый pull request вы будете получать там $100, $200, $300. Поднимайте цену, пока вы не увидите, что глаза загорелись. Пока он не поймет, окей, это лучше, чем там штаны просиживать и получать просто фикс в конце месяца. А здесь немножко посуетиться, поработать и получить результат. И в конце концов вы найдете ту сумму, за которую вы можете купить людей. Вы можете купить их интерес. И это правильно. Нужно покупать этот интерес человека, потому что это справедливый, честный обмен. Он дает вам свой труд, вы даете ему свой труд. Что такое деньги? Это тоже чей-то труд. Я для вас тружусь, я для вас программирую, а вы меня кормите. Например, даете мне помидоры, колбасу, огурцы. Вот у меня нет помидоров, а я, например, люблю помидоры. Где мне их взять? Я умею на Java программировать. Обменяемся? Обменяемся. Вопрос сколько? Я напишу вам 500 строчек на Java, а вы мне 2 помидора. А если вы мне скажете, я вам дам 2 помидора, а ты пиши там, как напишешь. Я 0 вам напишу, конечно, а помидоры заберу. Совершенно логично. То есть должен быть обмен. Мы должны постоянно заниматься трейдом, и на этом построена жизнь на Земле, на обмене трудом. Вы для меня, я для вас. И это и есть нормальные, здоровые отношения трудовые. А вот когда нам платят безусловные деньги, то это рабство. Когда нам платят зарплату из кассы каждый месяц, это нам говорят, мы тебя покупаем, тебя, не твой труд, а тебя как раба, как живое существо. Ты будешь в этом офисе жить, сидеть, ходить, вся твоя жизнь теперь под нашим контролем, и дальше мы из тебя будем вытягивать твой труд, мы будем из тебя его, доить тебя будем, в общем, как корову, которая в стойле стоит, и она никуда не может уйти. Она не молоко продает, она корова, и мы ее имеем. Так и программист. Его доят, пока он не сбежит, в конце концов, в другое стойло, станет там, его там тоже будут доить. Это отношение хозяина и раба. Это full-time salary, когда вам платят за месяц. Это то, к чему призывает автор этой прекрасной книги, к которой мы еще вернемся. Так, и наконец мы переходим к вопросам, которые были заданы в начале нашей передачи. Так, что вы думаете о найме, в котором искусственный интеллект со стороны кандидата общается с таким же искусственным со стороны HR? Забавно, оно так примерно и будет, и я думаю, что ничего в этом плохого нет. Это просто инструментарий. А как мы раньше приезжали на интервью, а сейчас мы звоним по интернету? Вас же это не смущает? Раньше, более, например, удобный пример. Раньше для написания резюме нужно было использовать карандаш, ручку, бумагу, уметь писать, уметь излагать свои мысли. Сейчас можно нажать кнопку, и какой-нибудь хахару сгенерирует вам резюме. Да, стало проще, инструменты стали... как я вам говорил в прошлую пятницу, мы скоро перестанем писать и читать. Мы просто не будем знать, как писать. Нам не нужны будут буквы больше, нам не нужен будет алфавит. У нас все будет на слух и на звук. Мы будем, как 200 лет назад были... Подавляющее большинство жителей планеты были просто безграмотны. Они умели разговаривать, они знали пословицы, поговорки, частушки, все знали. Но не знали, что это все в букву можно выразить. Не понимали, что есть буква А, Б, это было неважно. Есть слово «корова», то, что оно состоит из 6 букв, это какая разница? Корова и корова, вот она стоит, подошел, подоил. Зачем мне знать, что там 6 букв? Большинство людей проживали свою жизнь, не имея этих знаний. Сейчас то же самое, мы к этому идем. Все будет на звук, в итоге клавиатуры не будет у ноутбука, будет просто один большой тачпад с карандашом, с устройством ввода, куда я буду, как дети, рисовать, как ребенок. Я буду рисовать, что я хочу, а все остальное буду говорить голосом. И все. И у большинства людей именно таких устройств будет достаточно для ведения своей ежедневной деятельности. Какая-нибудь условная Алиса будет уметь отвечать на все вопросы. И то же самое с ИИ, с HR вашим. Также будет работать HR. Это неплохо.
Я к чему веду? Это не значит, что мы, что мы там какие-то недолюди, да, становимся и тупеем. Мы просто определенные навыки будут атрофироваться. Так как бы рудиментарные будут навыки, ненужные больше. Были и больше их нет. Как навык, я не знаю, верховой езды. Вот кто из вас умеет на лошади, вот взобраться на лошадь и доскакать до работы? Не знаю, 1 из 1000. Остальные все даже влезть на нее не смогут. А раньше этот навык был у всех. Откатите на 100 лет назад жизнь человечества. Каждый бы сказал, конечно, а как еще? Да, вскочил на лошадь и поскакал. Больше этого никто не умеет делать. И мы можем сокрушаться на этот счет. Да? Как же так? Мы утратили навык. Это же... А как можно не уметь на лошади-то ездить? Так же и читать и писать. Не умеем мы, и все. Так, дальше. Вы говорили, что девопсов в будущем не будет, потому что все уйдут в облако. А кто будет тогда обслуживать облако? Вопрос такой же, он из предыдущего вопроса вытекает. Кто будет обслуживать? Будет небольшое количество грамотных людей. Кто-то будет уметь обслуживать облако, кто-то будет уметь читать и писать, кто-то будет уметь писать на Java. А подавляющее большинство, в том числе девелоперов, будут уметь нажимать кнопку Enter в Cloud-коде и получать тот же результат. Все будут довольны. Вопрос, кто будете вы? И главное, не просто кто будете вы, а кем вам хочется быть. Понятно, что вы можете быть вот этим кнопконажимателем, вайп-кодером, который нажимает дальше, 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 и в итоге у него готовое приложение. Но получите ли вы удовольствие от этого? Хотите ли вы быть безграмотным человеком, не знающим, из каких букв состоит слово «корова»? Кто-то может сказать, да, я хочу. Я хочу быть, не знаю, тренером по бодибилдингу. И все, я не хочу ни читать, ни писать. Мне нравится быть тренером. И замечательно. А кто-то скажет, нет, а я хочу вчитываться, читать тексты, открывать книги, перелистывать их. В этом кайф моей жизни. Каждому по его желаниям, по его талантам, может быть. Дальше. Тут история. История звучит так. В течение года стабильно перформил, то есть программировал, я так понимаю, в корпорации. И что-то делал даже чуть больше. Решал техдолг. Весь год давали хороший фидбэк. На годовом пересмотре сказали, вот тебе +0. Что порекомендуешь? Я вам уже рекомендовал много раз. Не ждите милости от начальства. И не выпрашивайте милости от начальства. Задавайте начальству вопрос. Что мне сделать, чтобы получить прибавку к зарплате? Формулируйте вопрос с начальством именно так. Когда вы разговариваете с начальником и считаете, что ваш начальник адекватный человек, тот, с которым можно договориться, человек, который контролирует ситуацию. Не просто попка, которого посадили, и он делает вид, что он начальник, хотя он никаких решений не принимает. И таких очень много. А реально человек, способный повлиять на ситуацию. В этом случае задайте ему вопрос. Что мне сделать в течение года, чтобы у меня зарплата в конце года была на 30% выше? И послушайте ответ. Если в ответ будет какое-то мычание, абстрактные разговоры, что мы все в одной упряжке, мы все заодно должны работать, что у нас очень интересные проекты впереди, то все, понимаете, что вы имеете дело с ситуацией, которую вы не контролируете. И он, скорее всего, ее не контролирует, поэтому не напрягайтесь, не ждите повышения. Просто живите, как живете. И понимаете, что повышения не будет. И все. Ищите другую работу, подрабатывайте где-то. Не стройте иллюзий. Но если вам в ответ скажут конкретно, слушай, хороший запрос, вот хороший начальник, он скажет, спасибо, что ты задаешь такой вопрос. Это замечательный вопрос. И даст вам список. И скажет, нужно сделать это и это. Списком. Не абстрактными словами, а конкретными. И в этом списке должны быть конкретные achievable поинты. Там такое-то количество фиксов должно быть. Такой-то продукт должен оказаться на таких-то показателях перформанса. Такая-то стабильность должна быть у нашей системы. Такое-то количество, встреч с клиентами вы должны провести. Такое-то количество внедрений. Вы это все себе записываете, говорите спасибо и уходите заниматься. Через время можете прийти к нему с этим же списком и сказать, мне кажется, что я на 22% продвинулся. Это не значит, что дайте мне денег, а правильно ли я понимаю, что я продвинулся? Вот посмотрите мою оценку. Я думаю, что я 1/5 пути прошел. Так ли это? И начальник вам скажет, да, действительно.
Или скажет: нет, ты вот ошибаешься, тут ты по метрикам не совсем так, ты прошел всего лишь 1/6 пути. Это конструктивный разговор с начальством, человеком, который влияет на деньги. А если вам сказали +0, а весь год рассказывали, что вы молодец, то вы, скорее всего, имели дело с человеком, не принимающим решения. Он просто, чтобы от вас отвязаться, говорил: вы молодец, вы молодец. А в конце пришло время, ему сверху спустили табличку, в этой табличке у вас 0. Он вам ее передал, сказал: у вас 0. И все, и трусливо побежал домой смотреть сериал. Все. Чего вы от него хотите? А если это был человек, принимающий решение, то он, значит, водил вас за нос весь год. А почему? Потому что вы виноваты в этом. Вы не поставили вопрос, так как я вам только что сказал. Вы его не сформулировали. Ну, конечно, он понимал, что вы неграмотный в вопросах компенсации, в вопросах самоконтроля. Ну, он с вами так и обращался, как с безграмотным, слабовольным, таким бестолковым человеком. Получили вы по заслугам. Не обижайтесь, не расстраивайтесь, просто поймите, да, в этом году вы вели себя как бестолковый человек. В следующем году ведите себя лучше и посмотрите на результат по концу 2026 года. Но еще раз, не грубите, не ссорьтесь с начальством. Идите с вопросом. Если на вопрос вам дадут, еще раз скажу, пространную речь, спокойно ее выслушайте, не говорите ничего плохого, не говорите, что хватит мне тут ерунду заливать в уши. Скажите: все, я понял, супер, да, вместе, together, мы всех победим. И уходите и понимаете, где вы находитесь. Так, дальше. Какие посмотрел последние фильмы, сериалы? Я вам постоянно в своем телеграм-канале рекомендую фильмы и сериалы, которые я смотрю. Я смотрю их больше, чем вам рекомендую, но рекомендую только то, что мне кажется интересным. Вот последний я посмотрел «Царь ночи», наш российский сериал. Я его вам завтра порекомендую в телеграм-канале. Что-то мне в нем понравилось. Дальше. Еще пару вопросов и будем закругляться. Ждать ли вторую часть Code Ahead? Да, безусловно, ждать. Я не собираюсь закругляться, я ее допишу. Просто я сейчас вторую часть Angry Tests дописываю. Это очень важно. Там много мыслей, которые не вошли в первый том. Я хочу закончить второй и на этой книге закончить эту тему, закрыть, тему тестирования. Все, что я знал про тестирование и все, что я когда-либо узнаю про тестирование, я в эти 2 книги вложу, и достаточно. А Code Ahead, туда можно много еще чего сказать, и, конечно, будем продолжать. Code Ahead — это о менеджменте, это о том, как мы управляем людьми. Это то, о чем мы сегодня говорили довольно долго. Там можно развивать тему бесконечно. Так, ну вот насчет VPN, да, глушат VPN, конечно, в России, в Москве, я не знаю, особенно сильно или нет, но вот рекомендуют переезд, очень советуют Беларусь, Минск, все работает хорошо, прекрасный город, и есть офис Huawei. Я полностью согласен с этим. Действительно, Минск прекрасный сейчас вариант для переезда. Все, кто рассматривает переезд. Вот посмотрите Минск, да, там Лукашенко. Вроде бы диктатор, да, номер 1 в мире, или там номер какой-то там, ну, в первой десятке, да, признанных диктаторов. Он уже там у власти огромное количество лет. Все как будто бы, да, ужасно, со свободой слова и со всем. Но ведь открыто все, интернет-то открыт. То есть они не боятся того, что люди, живущие в Беларуси, прочитают новости на Фейсбуке, где им расскажут, какой Лукашенко негодяй. Пожалуйста, читайте, говорит Лукашенко. Но говорят, что в Беларуси более жесткие полицейские меры. То есть, если ты прочитаешь на Фейсбуке, какой Лукашенко негодяй, а потом пойдешь и попытаешься как-то навредить Лукашенко по месту в Беларуси, то ты куда быстрее окажешься за решеткой, чем это произойдет в России. Так вот, мне такой вариант кажется более разумным. Кажется, что в этом случае спецслужбы должны работать качественнее. Потому что закрыть интернет всем, это, ну, и дурак сможет. Вот представьте, вы, например, владелец или царь, или руководитель государства. И у вас несколько миллионов подданных. И вы понимаете, что могут быть волнения, восстания, и в итоге неразбериха, хаос, еще и вас свергнут, и страну разрушат. Как это все предотвратить? Ну, первый путь, самый примитивный, давайте им закроем интернет всем. Давайте им всем запретим ходить в Facebook.
Ну, есть же более тонкие методы. Давайте наймем сыщиков, наймем, не знаю, спецслужбы, наймем, которые будут вылавливать точечно тех людей, которые потенциально являются угрозой. И с ними что-то делать, судить, там, расследовать, ну, как-то пресекать их деятельность. Это сложнее так сделать, чем просто заблокировать весь интернет. Ну, кажется, что вот Россия идет по пути такой упрощенной блокировки. Давайте всем сделаем жизнь плохо. И тем, кто за власть, и тем, кто против власти. Всем стало плохо. Ну, это не просто ленивый путь, но это еще и деструктивный путь. Ведь те люди, которые, в принципе, за власть, и которые не собираются никакие восстания поднимать, типа меня, они начинают быть недовольны ситуацией. Ну, раньше было хорошо, жить было можно, а сегодня WhatsApp не работает. Сегодня у меня 4 VPN мне нужно иметь под рукой, чтобы просто гитхабом попользоваться, чтобы просто, не знаю, в Инстаграме посмотреть на смешные ролики. Ну, что я буду думать в итоге, вот даже я, очень лояльный к российской власти человек, что я буду думать об этом? Я буду думать про Минск. Это хорошо, если про Минск, а если я буду думать про Берлин, про Вашингтон? А это же элита, как будто бы айтишники, да, это же сливки общества, это люди, которые, это может быть не все сливки общества, но это большая их значительная часть. И люди будут уезжать вот от такой ситуации. Так что я тут категорически не согласен. Надеюсь, что развернется власть в направлении как Лукашенко. Прекратит давить народ массово, просто всех, а начнет ловить конкретных людей, которые конкретно что-то нарушают. Для этого, может быть, нужно больше нанять сотрудников спецслужб, может быть, больше какие-то, не знаю, системы мониторинга трафика. Читайте наши сообщения, смотрите, кто с кем разговаривает. Ставьте всякие сниферы там, которые смотрят, куда мы ходим, ловите нас там, вызывайте на допросы, требуйте объяснить, почему ты туда ходил, а сюда не ходил. А просто всем домохозяйкам закрыть WhatsApp — замечательно. Рубильник просто выключите, все. Давайте еще кабель перережем. Это... Дальше. Так, тут вопрос про кино. Мы уже заканчиваем, так что я отвечу. В списке ваших любимых фильмов есть «Кофе и сигареты» Джармуша. Обычно этот фильм не очень понимают люди, незнакомые с теми артистами, которые там играют. В чем для вас смысл и красота этого фильма? Вы знаете, я не могу сказать, что это прям любимый фильм, который я много раз смотрел. Я его всего, может быть, пару раз смотрел. Это было давно. Это какой-то фильм из моей молодости, юности даже. Помню, что он черно-белый, очень атмосферный и очень такой медленный, размеренный и бессмысленный. Такой по большому счету, как все фильмы Джармуша. Это просто фильм, который, вот, имея камеру и бюджет, и умея работать с артистом, может, наверное, снять многие, как мне кажется. Я недавно его последний фильм смотрел в кинотеатре Джармуша и вышел разочарованный, как обычно. Просто кино, просто набор кадров идет одно за другим. Тут тебе ни сюжета, ни какого-то замысла глубокого, а просто такое настроенческое. Вот давайте снимем фильм, как, не знаю, мальчик идет кататься на коньках. Вот он берет коньки, вот он их кладет в сумку, вот он моет руки, вот он надевает брюки, вот он надевает куртку, вот он надевает шапку, потом он выходит из дому, а вот его дом, а вот кошечка сидит возле дома, а вот тропинка, ведущая на автобусную станцию. Потом он идет в автобус, садится, потом он едет на автобусе. И так будет целые 40 минут. Потом он катается на коньках, возвращается и сидит, долго смотрит в окно. Просто смотрит в окно. Вот он покатался на коньках, вернулся и смотрит в окно. Можно вложить сюда любой смысл. Можно на любой Каннский фестиваль отправить эту чепуху. И все будут смотреть. Просто это должно быть длинно, с большими паузами. Грустный мальчик, грустные коньки, грустная тропинка, старый автобус. И мы все в какую-то ностальгию неконтролируемую попадаем. Вот вам Джармуш. По-моему, он про это. Также и эти кофе и сигареты. Если у вас в душе что-то такое созвучное той картинке, которую вам показывают, как мальчик с коньками, вы тоже вспомнили какие-то, может быть, коньки, вы тоже вспомнили, как вы были мальчиком, вам тоже стало грустно, и у вас этот фильм будет
любимым фильмом на всю жизнь. Но это не заслуга режиссера, это просто он попал в зрителя. Зритель пришел, любящий Джармуша, пришел, посмотрел эту всю тягомотину, влюбился, почувствовал и вышел весь в слезах из зала. Я вышел без слез. Так же и кофе и сигареты. Я посмотрел, да, что-то такое меня там, ну не знаю, вдохновило. Может быть, какой-то краешек стола я там увидел, может быть, какая-то поза в кафе, может быть, я тоже был в каком-то кафе в то время, и мне что-то откликнулось. Кажется мне, что Джармуш про это. Так, тут мне что-то на английском написали, что у меня Americanish accent. Да у меня такой акцент, не совсем Americanish. Мой английский на самом деле падает с каждым годом. Кажется, что становится все хуже и хуже, и меня это разочаровывает, и что-то с этим нужно делать. Я даже думал, может быть, нанять какого-то, не знаю, преподавателя английского языка, с которым бы я разговаривал по часу, может быть, по 2 часа каждую неделю, чтобы поддерживать уровень языка, потому что я еще работаю с китайцами очень, интенсивно, с китайской аудиторией, а у них, сами понимаете, какой уровень английского, такой примерно, как у меня. У меня низкий уровень, и у них низкий уровень. И мы, разговаривая на слабом английском, мы, естественно, искусственно занижаем словарный запас, тот, которым мы пользуемся. И в итоге, разговаривая с американцем, я чувствую, как я говорю примитивным языком. Потому что я привык убирать слова сложные из языка, чтобы меня поняли люди, не владеющие нативно английским. Такая вот у меня проблема. Дальше. Согласны ли вы с утверждением, что более важным является чтение книг, с которыми вы в первую очередь не согласны? Если согласен, тут не рекомендую, то прочтите «К новой свободе» либертарианский манифест Мюррей Ротбард. Я не слышал, но запомню. Я сейчас Достоевского читаю «Бесы», и там о либералах много всяких гадостей сказано. Федор Михайлович, видимо, их не любил, и пишет, что либералы, они такие, в общем, бессмысленные, беспощадные, как русский бунт. Просто свободу нам дайте, а зачем, мы не знаем. Что с ней делать и как дальше строить что-либо на ней, мы не понимаем. Но за книгу спасибо, я ознакомлюсь. Так, тут меня критикуют. Давайте последний вопрос, и я вас отпускаю. Где можно найти начинающему программисту комьюнити себе? Вот это хороший вопрос. Пытайтесь найти в своем родном городе какие-то митапы, какие-то встречи, которых, как будто бы не так много, к сожалению. Может быть, организуйте свой митап, свой небольшой такой клуб программистов. Так, тут меня спрашивают рассказать об автоматизированном тестировании. У меня целая книга про это есть. Вам нужно ее купить, и вы там все узнаете. Какой Linux у меня установлен? У меня Mac. Только Mac у меня, да. Так, тут мне говорят, что все помидоры бы мне отдали. Так, насчет США опять. Если в долгую смотреть, то лучше США рассматривать, спрашивает Вадим, 23 года. Да, если вы, Вадим, имеете возможность сейчас принимать решение о том, где строить свою карьеру, то да, однозначно, если бы у меня, не знаю, был там человек, который ко мне лично пришел спросить, родственник, например, которому нужно решить, куда ему двигаться в 23 года, в США или в Россию, то однозначно, если вы айтишник, то, конечно, США. Россия хороша тем, кто любит родину, тем, кто любит комфорт, тем, кто знает, что такое комфорт, тем, кто видел много разного, и тем, кто может сравнить, тем, кого есть чем, который уже многому удивлялся в жизни и многое уже прошел. Тогда он может выбирать, и, конечно, Россия для жизни, она значительно лучше, чем Америка, значительно. Именно в вопросах вот просто жизни как человека, как гражданина. Америка, она, конечно, во много. Я много раз это рассказывал на прошлых стримах, говорил вам, насколько Америка удручающее впечатление производит вот в бытовом плане. Начиная от просто того, что инфраструктура
старое, некачественное, от того, что люди привыкли к низкому качеству. Где-то я недавно в Инстаграме смешное видео было. Человек говорит, я работаю сантехником или каким-то специалистом по мелкому ремонту где-то в Америке. И говорит, я как не приду к ним, они меня вызывают, я прихожу туда, и я им делаю как угодно, тяп-ляп, просто на отвали делаю. И они все принимают, им все в порядке. Я, говорит, одним повесил жалюзи, на одно окно одного типа жалюзи, а на другое соседнее окно другого типа жалюзи. Они просто не совпадают по типу, они выглядят по-разному. Ошибся я. И говорю им, давайте перевешу, я поеду куплю. А те говорят, да не нужно, нормальные жалюзи, пускай висят. И он говорит, слушайте, ну если вам не нужно, ну и мне тогда не нужно. Вот она, Америка, про это. Им наплевать, как оно выглядит. То есть эстетики там очень мало. Эстетики, элегантности. Все это отсутствует. Лишь бы как. Лишь бы вот они еду на килограммы покупают. Я видел на трассе объявление food и дальше там $2 за паунд. $2 паунд food написано. Такого я не видел нигде больше в мире, чтобы food продавали, еда. Ты заезжаешь, и тебе просто навалят что-нибудь за $2 за паунд. Такая реклама. Я знаю, что бывает буфет, да, буфет, где можно коробочку взять, положить и потом взвесить. Но так, чтобы это на трассе рекламировалось, там низкая цена, поэтому понятно, что это не прям таки качественный ресторан. И об этом вот вся Америка, она об этом, об отсутствии эстетики. Там можно найти, конечно, красивый дом, но это нужно искать, и это будет какая-то отгороженная от всех территория. Это будет какая-то вилла отдельно стоящая. И то, даже в самых дорогих местах, посмотрите на американское видео. Вот посмотрите, подпишитесь на какого-нибудь актера известного. Вот я, например, в Инстаграме подписан на Майкла Дугласа. Не знаю, почему подписан. И вот он выкладывает свои видео, где он то там, то сям, там с семьей, еще где-то. Посмотрите на помещения, в которых он находится. На ремонт, на дизайн помещений. Это человек, у которого огромные деньги. Подпишитесь на Билла Гейтса и посмотрите, какие... Билл Гейтс, да, вот тут уже вопросов нет. Сколько у него капиталов и что он мог бы иметь. Обращайте внимание на задний план. На то, что сзади находится за человеком, когда он снимает видео. А самое главное, посмотрите на высоту потолков. Она у американцев очень низкая. Там потолки 2,80. Там 3 метра, это вы редко где встретите, высокие потолки. Вы постоянно живете как в гаражах, с низкими потолками, с некачественным дизайном, с устаревшими кухнями, с устаревшими креслами. Все очень старое, допотопное и неэстетичное. Это Америка. Но технологии, да, безусловно. Может быть, они свою энергию тратят не на украшение жизни, а на конкретный технологический прорыв. Соглашусь, может быть. Но если вам важна еще и эстетика, то вы там взвоите через время. Но если вам 23, может быть, вы еще не знаете, что такое эстетика. Вам не с чем сравнить. Может быть, вам еще пока наплевать. Потратьте следующие, 10 лет жизни на Америку. Потом вы сможете куда-то в другое место переехать. Технологически они, конечно, они на голову впереди. И нет, я не вижу даже намеков на то, что мы хотим их догнать. Вместо того, чтобы их догонять, мы блокируем интернет. Вместо того, чтобы айтишникам дать возможность пользоваться клод-кодом, например, мы блокируем доступ к клод-коду. Что мы в итоге имеем? Мы имеем в итоге айтишников, у которых забрали современный инструментарий. То есть весь мир сейчас пользуется современными инструментами разработки, а наши кодеры сидят на традиционных, на старых инструментах. То есть, чтобы человеку пользоваться клод-кодом, ему нужно обойти десятки преград, построенных своим же государством. Зачем? Как мы их догоним, если они идут вперед, а нам даже вслед идти невозможно? Нам чем пользоваться? Гигачатом? То есть, как будто бы какая-то диверсия происходит изнутри, как будто бы государство злонамеренно, то есть явно это делают не люди, болеющие за судьбу государства. Это как будто внешнее какое-то влияние, как будто снаружи привносится такая повестка. Поставьте ограничения, заблокируйте, поставьте стену. Зачем? Если вы хотите, чтобы мы догоняли Америку, так уберите все ограничения. Более того, уберите ограничения для иностранцев, приглашайте их сюда, уберите все визы въездные. Пускай американец садится в самолет и свободно прилетает в Москву, и пускай здесь живет. Убрать все визы, убрать все ограничения, полностью открыть все границы.
И тогда Америка начнет волноваться, потому что будет понятно, что мы своих людей без проблем даем им доступ к вашим технологиям. Но сейчас происходит так, как будто мы себя сами намеренно закрываем в тюрьму. Сами. Никто нас не закрывает уже. Но нам кто-то заставляет эти санкции вводить? Нас самих себя. Санкции вот в области интернета. Это же невыгодно даже. Более, может быть, локальный пример. Вот компания Huawei, например. Я думаю, что так происходит во многих компаниях, которые не американские. Запрещено внутри компании использовать там Claude, например, или ChatGPT. То есть я не могу из корпоративной сети подключить себе выход в Claude. Почему? Потому что если я буду им пользоваться, то мой код исходный будет уходить на американский сервер. Понятно, да? Логика понятна. Любая компания, не американская, введет такие ограничения. Но что мы в итоге имеем? Сидит офис, в нем сидит 100 программистов, и из них никто, ни один не пользуется Claude. Хотя если мы перенесемся куда-нибудь в Калифорнию, в Сан-Франциско, то там будет сравнимый офис по размеру, делающий сравнимый продукт, например, с китайской компанией, но все 100 программистов работают на Claude. То есть скорость их движения вперед, скорость их написания кода, продуктивность, она на порядок выше, чем у китайских программистов. И давайте соревноваться, кто сделает лучший продукт в итоге. Понятно, кто. Что нужно сделать на месте китайцев? Снять эти ограничения. Да, какой-то код уйдет на американский сервер. Будем как-то с этим бороться. Но не блокировать же, не убирать же, не забирать же у людей инструменты. Вот такие мои мысли. Грустные, к сожалению. На них мы и заканчиваем наш эфир. Я вас благодарю, что вы пришли. Рад вас был всех видеть и читать. Увидимся через неделю. Попытаемся закончить наш стрим правильно и качественно. Как вы знаете, не всегда это получается. Но попробуем. Пока-пока.